Здравствуйте! Сегодня продолжаем серию видео про наждак. И сегодня будем говорить про факторы, которые влияют на биение камня, когда он стоит на своем посадочном месте на наждаке. Из чего нужно начать? Обязательно давайте я еще немножко углубимся в эту тему. В прошлом видео я говорил про это, но все равно сегодня более конкретно и более углубленно разберем. Первым делом, вот когда хотите приступить к работе, смотрите визуальный осмотр. В порядке электрика, там чистое рабочее место, чтобы вот где вы работали, ничего лишнего не было. Провода, вот грубо говоря, вот у меня смотаны, да, а вот он вот так вот провод, забыл он человек, тут 2850 оборотов его намотало, понимаете? Первым делом смотрим чистота рабочего места, и наждак желательно закреплен. То есть, чтобы никакого биения не было, ничего лишнего не мешало. Обязательно защитный кожух, но это я его снял, потому что мне камень просто с ним вместе не очень удобно одевать. Да и это постоянно буду тратить ваше время. Кожух я убрал. И вот первым делом, на что мы смотрим, это вот на эти особо важные факторы. Допустим, он новый. Но этот не новый у меня, а вообще он уже испытанный. Берем камень. Что нам с ним нужно делать? Первым делом смотрим, как я уже говорил в прошлом видео, сколы, трещины, посадочное место. Желательно, чтобы тут проклеено было, чтобы никаких расслоений не было. Камень, если где-то у вас хранился, может в мокром месте, может еще где, категорически его нельзя использовать. Потому что может быть разлет камня. Обороты большие. Посмотрели визуально, убедились. Вот у тебя там алюмишка была, я алюмишкой простукивал. Можно и вот такой вот какой-нибудь деревяшечкой простучать. Это какой-то фторопластовый или, в общем, текстолитовый пластмассовый молоточек, ну, чтобы железкой не стучать. Ну, была алюмишка, ничего страшного. Постучали, глухого звука нет. Если глухой звук, сразу в утиль. Как я уже показывал, какая-нибудь трещинка, скол. Но если там совсем маленькая, ну ладно еще. А если уже видно, что уже такая хорошая, то тоже лучше не рисковать. Камень новый, я говорил, ставим. Пусть поработает минут 10. Если забыли что-то, не уверены, пусть поставьте, пусть в холостую работа пройдет. И вообще, ставите даже испытанный камень, все равно в холостую минуты 2-3 пусть он поработает холостым ходом. Это расчет камня, то есть диаметр камня. Вот обороты 2850, и какие допустимы на него диаметры камня. Это я все давал по ссылке в описании, можете посмотреть. Дальше что смотрим? Вот категорически нельзя вот на такой вот маленький вот фланец ставить вот такой большой камень, то есть закреплять. Будет вот такая вот восьмерка по плоскости. Обязательно нужна вот такая шайба. Ну вот, фланец побольше. Вот такой. Одеваете. Даже вот хочу вам рекомендацию дать, если заказываете где-то вот такую вот оправочку, возьмите пусть болваночку, ну доплатите там, переплатите, пусть он возьмет болваночку миллиметров 70, и пусть он вам сразу этот фланец, вот маленькая у меня вот так вот, такой лайфхак, то есть лайфхак, скажем, пусть он сразу вот это цельное сделает. Это же все равно вот это вот биение на фланце будет. Пусть он цельную оправку вот такую сделает с 80-го, с 70-го. И все, и у вас вот это вот биение торцевое тут уже не будет. А тут же все равно вы одеваете, тут все равно предрасполагает, что бить будет. Запомните, если будете собирать, пусть небольшое по деньгам немножко больше будет, но зато биение намного сразу уйдет. Дальше смотрите, ну вот, допустим, наждаком не пользовались или еще что-то, забыли, смотрим, прокрутим несколько раз, посмотрим, как подшипники себя ведут. Звук, подозрительный звук тоже, ну тут все нормально, подозрительный звук тоже. Лучше не приступать к работе, а начать вот двигатель ревизию делать, значит подшипники, ну, просто угробите двигатель, подшипники разлетятся, или он клинанет, или еще что-нибудь, не дай бог. Ну и вот, посмотрели, вот на фланец, как он прокрутили, ну, не бьет. Ставим, то есть оправку, ставим
наш шайбу, фланец. Ну пусть шайбой будет, ничего страшного. Глядим по камню. Тут тоже, я как сказал, промазываем клеем, чтобы не портил посадочное место. Одеваем камень, смотрим. А вот теперь интересный момент. Вот я сейчас своего оператора попрошу, вот между камнем, а я даже сниму. Вот между, даже сейчас видно, между камнем, то есть вот здесь и вот фланцем есть небольшая щель. Вот сейчас оператор это все у нас снимет. Здесь вот, пожалуйста, снимите. То есть вот она, между камнем и вот здесь вот щелочку и поближе к камере вот. Вот, видите, есть. Вот она, щель. Даже если мы его перевернем, фланцем-то мы вторым будем все равно зажимать. Вот здесь надо протирать. А как вот здесь протирать? А вот берете. А вот тоже черный пойдет он. Смотрите, желательно, чтобы он ровный был. Тоже смотрите. Вот так притирку тоже вот маленько отступаем. Сейчас, извините, штангенциркуль принесу. Вот без фланца. Штангенциркуль. Тут ровная поверхность, стопроцентная. Середина пролегает, а по краям щель. И вот эту нам нужно протереть, вот эту вот серединку. Тут более-менее ровно. Тут немножко, да, тут ровная поверхность. Вот берете водичку, там можно какую-нибудь там мыльную, что-нибудь, и вот так вот начинаете тереть. Трете, подставляете штанген. Можно маркером даже. Ну маркером тут неудобно на камне. Подставляете штангенциркуль и вот этот вот бугор, где я подставлял, вот это вот, в общем, убираете. Больше алмазным карандашом, а как вот? Все равно не получится. Вроде алмазный карандаш сбоку-то можно, но вы же даже здесь, если прижмете вот, только вот отсюда вы сделаете. Дальше не даст, она не даст дальше работать. А в бугор он же еще вот здесь и по краям, то есть не подлезете. Ну вот тут небольшую такую притирочку, этот-то тверже, он притрет его. И вот этот вот бугор уйдет. Это вот, как бы сказать, первое. Это вот у нас, как оно, по плоскости, в общем, биение убирается. Плоскость вот она. Но тут еще ставим дальше, продолжаем. Прокладочка тоненькая. Ставим наш заточной камень. Это все дело опять. Прокладочка, фланец. Прокладочки это специально, чтобы когда затягивать, вы не нагрузку на камень уменьшить. Чтобы вы его не раскололи. Потому что можно давануть. А вот еще как затягиваете, да? Вот затягиваете когда. То есть подтянули рукой. Ключ возьмем. Ключом немножко. Но все равно сильно не надо рубить с плеча. Потому что камень можете просто расколоть. Фланец, который поджимает камень, должен быть минимум 1/3. Это минимум. 1/3 камня диаметра камня. То есть 1/3. Иначе он будет, если будет маленький фланец, вот допустим вот такой, он будет плохо поджимать камень, плохо его закреплять на нашей оправке, на наждаке. Камень может восьмерить. Прижмешь фланцем, все, может восьмерка уже намного меньше быть, биение намного меньше. И дальше. Теперь биение вот по торцу посмотрим у нас. Вот смотрите. Вот оно и так восьмерка идет. Это вот из-за этой посадки фланцы. Камень неровный. Нет, фланц-то ровный, а камень неровный. Бугор. Теперь вот по торцу. Вот он бьет. А как это посмотреть? Да вот подручник подведите. Вот у меня все видно. Вот она щель. Вот, глядите. Вот ключом буду показывать. Щель. Ну, чуть-чуть там буквально есть. Это уже мы исправим алмазным карандашом. Раз. А вот это вот мы тоже можем алмазным карандашиком, но фланцы прижатие не пойдет. Вот притереть его, тогда более-менее будет нормально. Обязательно, всегда
берете тряпочку, пусть она у вас будет. Взяли, хотите ставить, протрите посадочное место. Здесь протрите пыль. Все равно какая-то крупинка, что-то попадет. Обязательно. Это вам вот моя рекомендация личная. Протерли посадочное, ставьте на место. Сняли, убрали, опять трите. Потому что это все как бы вот эти вот как сказать, песчинки, они все вот эти вот, масло, может, грязь какая-то, протирайте. Ставите фланец, протирайте вот. Вот оно, вот это место. Тоже посадочное. Протрите его обязательно, чтобы ни пыли, ни грязи. Сам фланец протрите, внутри фланца. То есть это все должно быть чисто. Это все от биения, так сказать. Ну и вот, когда вот такие вот несложные вы операции сделаете, биение у вас, ну, конечно, оно все-то прям в ноль не уйдет, но будет камень намного лучше работать. Биение полностью вы, ну, уберете, ну, там, да, конечно, это до соток вы его не уберете. Но камень будет ровно ходить, потому что даже если вот не закрепленный станок, он может по столу даже елозить. Включи его, камень неровный, вот эта вот эллипсность пошла, и все. И станок полетел, и что такое? Он туда-сюда, туда-сюда. А закрепляешь, он подшипники, допустим, если на столе его закрепить, он подшипники рвет, вот это вот все. Эллипсность, вот это вот нарушение геометрии. Еще вот, забыл сказать, подозрительные камни тоже. Какие-то где-то, может быть, ну где-то приобрели, может там, где-то нечаянно там нашли его или там купили какой-нибудь бэушный. Обязательно проверяйте. Вот что вам хочу сказать. А подозрительный камень какой-нибудь лучше его вообще не ставьте. Потому что который не внушает вам доверия. Смотрите, а он что-то, может быть, там внутри что-то уже. Он там хранился где-нибудь там в сыром помещении. Я вот про это. Или камень сырой. Желательно не брать. Вот всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.